Кто там? Мозги. Мозги. Привет, друзья, меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. «Возвращение живых мертвецов» 1985 года «The Return of the Living Dead» — комедийный фильм ужасов режиссера Дэна О'Беннона, написавшего сценарий к «Темной звезде» 1974 года, «Крикунам» 1995 года, «Вспомни все» 1990 года и «Квадрологии чужой». При бюджете в $4 миллиона в США фильм собрал более $14 миллионов. Для многих любителей видеосалонов и палаточных кассет в 80-х-90-х годах любимым словом на несколько лет стало «произносить нужно со зловещим завыванием», и тогда некоторые сразу поймут, о каком же фильме идет речь. «Мозги». Или, как было слышно с затертой видеокассеты, «Брайз». Сегодня поговорим о настоящем перестроечном, и я не побоюсь этого слова, хите, который, если не смотрели абсолютно все, в те славные годы посмотрели многие. Они всегда врут в кино. Как же его убить? Как его можно убить? Он ведь уже мертвый. Значит, его нужно уничтожить так, чтобы ничего не осталось. Фильм «Возвращение живых мертвецов», актеры и роли. Клуб «ГУЛАГер», Берт Уилсон, управляющий медицинского склада. Джеймс Кэрон, Фрэнк, бригадир склада. Дон Калфа, Эрни Калтенбруннер, директор похоронного бюро, патологоанатом. Том Мэтьюс, Фредди, новый помощник бригадира. Беверли Рэндолф, Тина, подруга Фредди. Джон Филбин, Чак. Джоэл Шепард, Кейси. Мигель А. Нуньес-младший, Спайдер, Паук. Брайан Пек, Джон, Грязнуля. Лини Куигли, девушка-панк-трэш, Дрянь. Марк Вентурини, Суицид. Мне так больно, Тина. Фредди. Хочется. Он мне так нужен. Что, Фредди? Что? Живой мозг. Первоначально фильм должен был снимать Тоуб Хупер, а одним из продюсеров быть Джордж Ромеро. Однако его попросили отказаться, дабы не причислять этот фильм к его известной серии «Ночь живых мертвецов». Другой продюсер, Ричард Рубинштейн, желал вообще отказаться от упоминания словосочетания «живые мертвецы». На плакате для тестирования зрения, который виден, когда Фрэнк и Фредди заходят в кабинет Берта, сразу же после того, как услышали звуки, издаваемые ожившим кадавром, можно прочесть, если сложить буквы вместе и перевести на русский: «Берт, сволочь и самодур, который нас достал». Кое-кому из актеров массовки в фильме ужасов «Возвращение живых мертвецов» 1984 года, изображавших зомби, заплатили больше за то, чтобы они ели настоящие телячьи мозги. Третий, ответьте диспетчеру, прием, не слышу вас, третий. Третий, не слышу вас, ответьте. Говорит третий. Говорит третий. Высылайте еще санитаров. Персонаж Эрни Кальтенбруннера назван в честь известного деятеля фашистской Германии Эрста Кальтенбруннера. Когда его застают за работу, он слушает в наушниках нацистские марши, а из кармана у него торчит пистолет Вальтер. В похоронном бюро на стене в комнате для бальзамирования висит фотография Евы Браун. Мигель А. Нуньес-младший, играющий Спайдера, был бездомным, когда снимался в фильме «Возвращение живых мертвецов». После того, как бешеных горностаев поместили в печь, в мешках барахтались заводные игрушечные обезьянки, бьющие в тарелки, которые были предварительно удалены. Сцена «Возвращения живых мертвецов» 1984 года, когда на Землю упадают радиоактивные осадки после взрыва атомной бомбы, состоит из тех же кадров, что сцена выпадения осадков после сжигания кадавра. Черт. Ты только посмотри. Это они тогда ужили в фильме? Так говорят. А утечки быть не может? Утечки? Да их изготавливали военные инженеры. Фильм «Возвращение живых мертвецов». Сюжет. На заброшенном медицинском складе в Кентукки бригадир Фрэнк Джеймс Кэрон, пытаясь впечатлить нового работника Фредди, Том Мэтьюс, проводит познавательную экскурсию по складу и рассказывает салаге-напарнику страшилку про то, что Джордж Ромеро, оказывается, снял свою «Ночь живых мертвецов» на основе реальных событий и показывает ему военные контейнеры, которые оказались тут по ошибке. Контейнеры содержат тела, последствия неудавшегося военного эксперимента. Фрэнк случайно выпускает токсичный газ из одной из бочек. После этого работяги на время отключаются, а затем обнаруживают, что тело из контейнера исчезло.
Фрэнк и Фредди звонят своему боссу Берту Уилсону, клубу «Лагерь», который решает замести следы, расчленив оживший труп, который чуть было не убил любопытных работников. Договорившись со старым другом Берта, хозяином похоронного бюро Эрни Кальтенбруннером, Дон Калфа, они сжигают оживший труп в крематории, вызывая выпадение зараженных осадков на ближайшее кладбище и устраивая новую ночь живых мертвецов. Полчища неубиваемых зомби начинают охоту на людей. Параллельно рассказывается история панков, которые ехали на склад своему другу Фредди и, дожидаясь окончания его смены, устроили тусовку прямо на кладбище. Здесь будет и громкая музыка, и раздевание трэш, Линни Куигли, красноволосые нимфоманки, сексуально заводящиеся от образов смерти и связанных с ней мотивов, брутальный суицид, увешанный цепями и прочие колоритные персонажи. Пережив множество злоключений и не найдя никакой сторонней помощи, выжившие звонят по номеру, написанному на контейнере из-под триоксинового кадавра. Полковник на другом конце провода уточняет все детали зомби-эпидемии и ее масштабы. Зачем получает подтверждение зомби-эпидемии из местного полицейского участка и дает указание замаскированной в джунглях пушки выстрелить по указанным координатам ядерным боезарядом. Герои слышат свист падающего снаряда, и все жители пораженного городка вместе с зомби погибают в ядерном взрыве. У вас нет пульса, давление на нуле, зрачки ни на что не реагируют, рефлексы отсутствуют, температура тела 22 градуса. И что это значит? Это только мое предположение. Строго говоря, вы уже не живые, но вы в сознании, поэтому мы не знаем, что это значит. Так значит, мы умерли. Мы умерли. Я не имел в виду, что вы на самом деле умерли. Мертвецы не двигаются и не разговаривают. Как это часто бывает, именно первая часть «Возвращения живых мертвецов» 1985 года и является наиболее интересной, завораживающей, горячо любимой. И фильм действительно того стоит, чтобы его пересматривать вновь и вновь. Кино «Ночь живых мертвецов» на редкость потешное и угарное. В нем есть колоритные туповатые персонажи, бодрые и активные зомбари, визжащие голые девки, саундтрек из 80-х рок-хитов. Особо отметим культового актера Дона Калфу, директора похоронного бюро Эрнеста Кальтенбруннера, который любит слушать марш «Panzer Rolling in Africa War» в процессе препарирования трупов. А также не менее культовая актриса хоррора Линни Куигли, исполнившая в «Возвращении живых мертвецов» свою знаковую роль и вошедшая в историю сценой стриптиза на могильной плите. Значит, быть мертвецом больно? Я чувствую, как мое тело разваливается. А мозги? Что после них? Боль уходит. Уходит. «Возвращение живых мертвецов» – фильм, намного опередивший эпоху. Начнем с того, что зомби здесь нельзя убить вышибанием мозга. Действительно, как ты убьешь того, кто уже мертв? Каноничный факт не свергнут, этих зомби не берет даже расчленение. Дальше больше, зомби здесь не стадо мертвяков, а хорошо организованная группа, действующая сообща. Например, сцена, где восставшие внезапно используют рацию скорой для вызова подкрепления, производит эффект хлесткой пощечины. В фильме «Возвращение живых мертвецов» нетривиально объясняется подоплека тяги к зомби к мозгам. Мол, реанимированные трупы испытывают страшное мучение, я даже чувствую, как гнию, и лишь поедание свежих мозгов живых людей позволяет временно облегчить боль. Навсегда врезается в память сцены из ужастика «Возвращение живых мертвецов». Лающая половина собаки, трогательная сцена самоубийства инфицированного, фактурный зомби из контейнера, хитроумная кооперация нежити, массовые схватки покойников и полиции. Любители жанра зомби-хоррора подобный ракурс приведет в восторг, остальным же рекомендуется к просмотру для ознакомления с неожиданной стороной «Возвращения живых мертвецов». Блестящий результат, сэр. Почти в самый центр. Ей было чуть больше 4000. Дождь все смоет. К утру ситуация будет нормальной. Конечно, не хотелось бы повторения. Нет, сэр, это просто небольшая неприятность. Спасибо, сэр. Спокойной ночи, сэр.